Добрейшего, величественные генералы! Надеюсь, все желающие успели поиграть в демо-версию Kingdom Rush 6 Genesis, пройти доступные этапы и отыграть все испыташки на самом высоком уровне. Не знаю как вам, а лично для меня это было чудеснейшее приключение. Несмотря на то, что до релиза самой игры остается чуть больше 2 месяцев, Ironhide Game Studio продолжает понемногу знакомить нас с героями предстоящей игры, мельком демонстрируя их силы и способности. Напомню, в самой демке нам предлагалось поиграть за Геральда и Зефиру. И вот если последняя оставила позитивное впечатление, то Рыцарь Света и один из основных персонажей франшизы Геральт однозначно требует усиления, как минимум в скорости передвижения и самой атаки. Помимо этих стартовых героев, нам показали силу и мощь Малика Молотобойца и Красную Фурию Ашбайта. Кстати, Сполох – один из самых популярных драконов франшизы. Мы можем встретить его молодого в Ориджинсе, полетать на нем во Фронтирсе и PvP-шной версии игры Kingdom Rush Battles. А в ближайшем будущем и вовсе сможем поиграть за него в Генезисе. Как же грациозно и артистически Ашбайт использует свой знаменитый смертельный укус во время кормления или устраивает лесной пожар, швыряя на тропу огромные фаерболы. Даже обычный чих Сполоха наносит урон врагам и оглушает бедолаг на некоторое время. Настоящий огненный танцор. Ну и конечно же не забываем про визитную карточку Сполоха, а именно его огненное дыхание. И вот теперь разработчики раскрыли и показали всему миру основные навыки и способности хорошо нам знакомого по первой части игры Болина Ликвидатора и величественного воина-тамплиера Конора, который после данного обзора уверен покорит сердца многих своим умением мастерски владеть мечом. Но начну я, пожалуй, именно с молодого Болина, присоединившегося к походу Геральда после событий у Западной Стены. Уже в те времена он отлично разбирался в оружии и чудесно владел навыками подрывника, разбрасывая вокруг мины, создавая смертельное поле для своих врагов. Но вот со смолой дела пока не имел. Вместо этого пускал врагам дым в глаза, благодаря 3 особым снарядам, при этом нанося урон по области всем, кто находился в радиусе поражения. А еще, судя по всему, слегка прибухивал, друзья, что значительно увеличивало его скорострельность и меткость, позволяя Болину за короткое время совершать 10 точных и болезненных выстрелов, словно меченый из адской кухни. И если ко всему этому добавить довольно большой радиус действия героя, уверен, Болин будет очень полезен в качестве второй скрипки. Например, как огневая поддержка тамплиеру Конору. Именно о нем пойдет дальше речь в моем сегодняшнем обзоре. Забудьте все, что вы знаете и помните о тамплиерах фронтировского образца. Данный экземпляр не просто на голову сильнее своих будущих потомков. Конор одним ударом может свалить целую толпу врагов, и это не преувеличение. Герой способен совершать взмахом меча мгновенный режущий удар по толпе врагов, нанося при этом огромный урон. К тому же, благодаря способности земляной раскол, Конор рассекает землю своим мечом, создавая огромные трещины на пути врагов, нанося при этом довольно болезненный урон по площади. И это еще не все. Конор способен блокировать атаку врага в ближнем бою, при этом контратакуя своего противника. А в момент наибольшей опасности тамплиер способен впадать в ярость, увеличивая скорость своей атаки и нанося больший урон врагам. Да и в целом герой выглядит довольно мобильным и мощным. Уверен, он будет отлично играться в связке с любым другим героем, особенно дальником. Загадкой все еще остаются Игнус, Родос, Геминия и Дракон, но уверен, в ближайшее время разработчики исправят эту жуткую несправедливость и покажут нам их способности и умения. Ну а пока, друзья, я буду прощаться, берегите себя и да пребудет с вами сила. Всех обнял.